сообществе игроков SM26 ходит много разнообразных мифов по поводу игры. И в этом видеоролике я буду вам разоблачать или подтверждать некоторые из этих известных мифов. Сейчас пойдет речь о 5 таких мифах. И если вам такое видео понравится и вы захотите продолжение, то обязательно напишите это в комментариях и можете также предлагать свои варианты разоблачения тех или иных мифов. Приступаем. Также, если вам интересно расписание видео или другие новости моего канала, в описании есть ссылочка на группы в Телеграме и Инстаграме. Миф первый. Рост, вес, рабочая нога. В биографии каждого футболиста указаны некоторые параметры, но больше всего внимание привлекает рост, вес и рабочая нога. Больше всего разговора уходит про рост, якобы если вы будете использовать очень высокорослого футболиста на форварде, то он будет забивать куда больше голов. В итоге я провел несколько экспериментов, и для начала, что касается роста. Я собрал схему 4-4-2, где у меня на острие было 2 нападающих. У одного рост 150 сантиметров, у второго рост 2 метра. Делал я, если что, это с помощью мода, там можно редактировать биографию, и это сразу же касается будущих экспериментов, которые я вам буду здесь упоминать. Везде у всех футболистов был рейтинг 99, и характеристики также все на 100. Так что все футболисты были абсолютно в одинаковых условиях в разных экспериментах, и только разве что я изменял конкретный параметр, про который и пойдет речь. В этот раз пойдет речь как раз таки про рост. Двум форвардам я вам рассказал, какой я сделал рост, у всех остальных в целом довольно нейтральные параметры и промотал так один сезон. Как итог, у обоих футболистов примерно одинаковая средняя оценка, у обоих похожее количество голов, и по системе гол плюс пас также почти одинаковые показатели. Исходя из этого можно сделать простой вывод, то что рост не работает. Этот миф опровергнут. Что же касается веса, если честно, я даже и не предполагаю, как это может влиять на игру, но все равно ради любопытства решил сделать такой эксперимент. Та же схема была 4-4-2, но в этот раз одна половина этой схемы это были футболисты с низким весом, а вторая половина с большим весом. Такой же я промотал один сезон и сравнил их по зеркальным позициям, и как итог также разницы я никакой не увидел. Ну и последний параметр это рабочая нога. Сначала я промотал сезон, где у меня левши играли слева, а правши соответственно справа. Здесь больше фокус был как раз таки на флангах, а во втором сезоне я сделал наоборот, то есть правши слева, а левши справа. Как итог, разницы почти никакой, то есть сыграли они на одинаковом уровне. Также я попробовал промотать сезон, где у всех сначала футболистов была какая-то одна рабочая нога, а потом я всем поставил обе рабочие ноги и сравнить результаты. Здесь тот же самый результат, никакой особой разницы нет. Исходя из этого можно полностью подытожить то, что миф про рост, вес и про рабочую ногу полностью разрушен. Эти параметры абсолютно никак не влияют на качество футболиста. Миф второй. Физподготовка. Я думаю, все из вас задавались вопросом, а что будет, если ваша команда будет физически не готова играть матч. Думаю, все вы загонялись на этот счет, когда у вас был плотный график, вы постоянно думали, параноили, то, что вам нужно либо вторым составом играть, который слишком слабый, либо основой, но физподготовка плохая может вам испортить результат. Я в итоге это все протестил, тем более, что с помощью мода можно в биографии игрока поставить физподготовку, допустим, 0, и она будет все время 0, то есть вообще не восстанавливается, по крайней мере, если мы не перезайдем в игру. Я так промотал сначала один сезон с нормальной физподготовкой, потом сезон, когда у футболистов, у всех была буквально 0 физподготовка, то есть из одной крайности в другую. И результат меня, если честно, удивил. Да, ничего необычного, действительно низкая физподготовка ухудшает результаты команды, но то, что между нулем физподготовки и сотню физподготовки будет небольшая разница, вот этого я не ожидал. А если вы в своих обычных условиях играете где-то из-за плотного графика команда, где, допустим, там 70-80 физподготовка, то здесь разница еще меньше. Поэтому можно сделать простой вывод, то, что это действительно была паранойя у вас чаще всего, когда вы проигрывали матчи из-за плохой физподготовки и вы винили в этом исключительно физподготовку. Нет. Да, команда немного слабее будет себя проявлять, но я думаю, это почти что будет незаметно. Разве если вы, конечно же, не играете буквально с такой же нулевой физподготовкой, как я, потому что там разница будет куда заметнее. Миф подтвержден, но на самом деле все не настолько плохо, как многие из вас, скорее всего, ожидали. Миф третий. Боевой дух. Здесь, по сути, та же самая история, что была и с физподготовкой, но в этот раз я сначала промотал сезон команды, где у всех боевой дух на максимуме, а потом у всех был боевой дух на нуле. То есть все недовольны, то ли им не хватает игровой практики, то ли еще. Ну, с помощью мода, понятное дело, что я это прописал им в биографии, и здесь разница получилась чуть меньше, чем с нулевой физподготовкой. Но, с другой
другой стороны, здесь-то команда была из всех футболистов с низким боевым духом. Если у вас один или два отдельных игрока будут иметь низкий боевой дух, то это, наверное, не особо будет заметно, но индивидуально все-таки на игрока это влияет и действительно немного ухудшает их качество игры. Опять же, в зависимости от разных условий, если у вас таких игроков мало используется, наверное, разницы особой вы не ощутите. Но разница определенно есть, тем более собрать команду из 11 футболистов с низким боевым духом будет куда проще, чем довести игроков до нулевой физподготовки. Так что с какой-то стороны получается, что за боевым духом даже лучше нужно следить, нежели за физподготовкой. Поэтому здесь такая же ситуация, как с физподготовкой. Да, действительно, подавленный боевой дух у футболистов ухудшает их качество игры, но за этим в целом просто довольно-таки следить, и это не настолько катастрофично, разве что если вы не создадите такие жестокие условия, что у вас вся команда будет с плохим боевым духом. Миф четвертый: домашние и выездные матчи. Если честно, я вообще даже не думал, что кто-то в это верит, но однажды у меня в комментариях кое-кто написал про это, и я действительно задумался, а может ли это так работать. Я в это, если честно, не верил, но в итоге проверил на практике. Что имеется в виду? То, что в домашних матчах команда играет лучше, чем на выезде. Здесь все было гораздо проще, мне даже не нужно было собирать команду с 99-м составом, я просто взял обычную команду, одной и той же тактикой промотал один сезон, потом разделил все матчи на домашние и выездные, вычислил различную статистику, типа суммировал удары в створ за все матчи, забитые голы, пропущенные и все в этом роде. И в итоге, собрав всю эту информацию, заметил то, что оказывается, даже у меня получилось наоборот, чуть лучше команда сыграла в выездных матчах, чем в домашних. Но опять же, там было не так много матчей, здесь влияние рандома куда больше, но даже так, все равно, я думаю, очевидно, что никакого преимущества от домашних матчей нет над выездными. Так что этот миф полностью опровергнут. И последний, пятый миф: сыгранность игроков. Если что, я имею в виду не сыгранность команды, вот этот общий параметр, который высчитывается из 11 футболистов стартового состава вашей команды. Это, по сути, среднее значение, и на нем особо фокусировать внимание не стоит. Стоит фокусировать внимание как раз-таки на индивидуальной сыгранности каждого игрока с командой, потому что именно из этого параметра собираются 11 футболистов и собирается как раз-таки та самая сыгранность команды. Здесь больше пойдет речь про тот параметр, где 40 из 60, 50 из 60 и 60 из 60, то, насколько хорошо футболист подходит вашей команде. Сразу скажу то, что я полностью не понимаю этой системы в игре, почему мы являемся главным тренером команды, но при этом игра за нас решает, кто нам подходит, а кто нет, как будто бы мы сами, как игроки, должны это решать. Но ладно, в игре приходится работать с тем материалом, который есть. В общем-то, я собрал команду, где у всех футболистов идеальная совместимость с командой, то есть у каждого игрока командная химия 100, промотал такой командой один сезон, а потом в следующем сезоне я просто не делал тактических тренировок. Из-за отсутствия тактических тренировок у них параметр сыгранности помаленьку падал, где-то к середине сезона упал до 80, и до конца сезона так и держался. И разница, на мое удивление, получилась довольно большая. Между 100 и 80 на самом деле вроде небольшая разница, всего лишь 20 пунктов. Тем более, что в первой половине сезона они только помаленьку опускали этот параметр, но все равно разница получилась почти такая же, что и в случае с боевым духом. Только вот боевой дух там был на нуле у всех футболистов. Так что, оказывается, командная химия влияет куда больше на результат команды, чем вы могли бы подумать. Так что здесь однозначно могу сказать, что миф подтвержден. Но также, если что, я попробовал собрать 10 футболистов, у которых идеальная совместимость, и одного с совместимостью 82. Ну, 82 это вместе с перками получается. Промотал сезон и заметил то, что он индивидуально уступает своему партнеру, у которого похожая роль. Там была схема 4-3-3, и как раз таки эксперимент проводил я на центральном полузащитнике. Еще таких же двое было, с которыми я мог и это в целом сравнить. И тот игрок, у которого командная химия была 82, он действительно хуже них сыграл и по средней оценке, и по голевым действиям. Так что однозначно можно рассказать, что этот миф подтвержден, и это действительно правда. На сыгранность даже куда больше нужно обращать внимание, чем на физподготовку или боевой дух футболистов. Но, с другой стороны, на это обращать внимание и гораздо сложнее, потому что идеально совместимую команду собрать крайне тяжело. Еще учитывая тот факт, что игра сама за вас фактически решает, кто подходит идеально вашей команде, а кто нет. Это тупо, но так уж есть. Ну и как вам этот выпуск? Если у вас еще какие-то идеи по поводу других мифов и хотите ли вы увидеть продолжение, пишите об этом в комментариях. Ну и надеюсь на ваш лайк. Также подписывайтесь на мой канал, если вы впервые и хотите продолжать следить за моим контентом. Нажимайте на колокольчик для уведомлений и желаю вам успехов и надеюсь увидимся в следующем выпуске.